Хотя это видео изначально планировалось выложить 2 дня назад, я хотела немного подождать и обсудить различные обновления Текука за последние 3 дня. Эти посты подчеркивают не только их огромную привязанность друг к другу, но и их постоянное стремление постепенно раскрывать, что происходит между ними. Как я упоминала в своем предыдущем видео, я также хотела прояснить несколько моментов, которые были не совсем точными в переводе на тот момент, поскольку прошло 2 дня с момента появления Текука на шоу «Шоумен». В частности, 3 апреля Тэхён выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию с Чингуком, Джином и Чимином. На фотографии он сидит верхом на Чингуке и Джине, а Чимин наблюдает за ними, явно наслаждаясь моментом, несмотря на то, что Тэхён его обнимает. Чингук, кажется, тоже получает удовольствие, улыбаясь, когда рука Тэхёна лежит на них. Однако в том же посте, конечно же, мы должны были включить фотографию Текука одного. Мы могли бы сфотографироваться вместе, что я бы с удовольствием сделала, но Тэхён всегда делает небольшое исключение, когда дело касается его самого. И учитывая, что Чингук всегда выглядит таким счастливым рядом с ним, ясно, что они уже даже не могут это скрывать. Теперь причина, по которой я упомянула небольшую ошибку перевода в предыдущем видео, когда говорила о появлении Текука на шоу «Шамран», помимо фотографии, сделанной с одним из участников шоу, где Чингук держит руки за спиной, и они оба мило позируют для камеры, заключается в том, что как раз в тот момент, когда они намекнули Тэхёну, что слышали, будто он легко пугается. Тэхён подтвердил это, а Чингук стоял рядом с ним, мило глядя на него во время объяснения. Они спросили его, что его пугает, и Тэхён ответил, что это определенно призраки, фильмы ужасов и пауки, потому что он их ненавидит. Однако, когда его спросили, видел ли он когда-нибудь призрака, Тэхён без колебаний ответил утвердительно, рассказав, как, будучи стажером, он спал с Чингуком, и они оба увидели призрака в углу комнаты. Чингук вспомнил этот момент и полностью согласился, и они оба начали изображать призрака, которого видели тогда, говоря, что тело призрака было искаженным, и они оба имитировали это. Поэтому, когда Тэхён сказал, что очень испугался и без колебаний разбудил Чингука, его рука задержалась на плече Чингука, а Чингук не мог отвести от него взгляд, вспоминая это прикосновение. И что бы ни означало выражение лица Чингука в тот момент, оно было поистине прекрасным. Кстати, когда Тэхён загрузил свой 3-й ТикТок в приложение, он сделал это с Ogre Squad. Хотя Тэхён не выложил видео ни на одну другую платформу социальных сетей, похоже, Чингук нашел способ перепостить его в своем профиле в Instagram с аккаунта, который ранее перепостил видео Тэхёна. Чингук даже не смог воспользоваться возможностью включить его в свой пост, так как он уже перепостил его в ТикТок и просто решил сделать это в другом приложении. Что касается фотографий со съемок музыкального видео 2.0, мы также видим групповой снимок, где Тэхён остается вместе. И поскольку они смотрят на экран вместе с Намджуном и Чимином, напоминание о том, что Чингук и Тэхён не могут быть порознь, кажется, становится реальностью. Каждый раз, когда мы видим их такими, Чингук обнимает Тэхёна, как будто это самое естественное в мире, и ни один из них, кажется, не чувствует себя неловко из-за этой близости. На самом деле, на закулисных фотографиях, опубликованных в официальном аккаунте BTS в Instagram, посвященных съемкам музыкального видео, мы видим еще одно фото Текука, на этот раз с Джином. На фотографии Тэхён держит Джина одной рукой за спиной, а Джин, кажется, не отвечает взаимностью. Тем временем Чингук держит руку в кармане пальто Тэхёна, а Тэхён обнимает его сзади, не нарушая личного пространства. Этот момент немного отличается от тех, что были с Джином, потому что то, как Чингук положил руку туда, простым, но очень остроумным жестом, порадовало многих фанатов, показав, что Текук становится смелее. И поскольку эта фотография – часть того, что они нам подарили, как раз тогда, когда мы думали, что этот год окажется не таким веселым, как он оказался, мы всегда будем за это благодарны. Потому что 5 апреля, когда BTS выпустили закулисные кадры музыкального видео, мы также получили момент с Текуком, который я обязательно должна отметить подробнее. Не только потому, что они не держались на расстоянии, даже когда подходили к монитору, чтобы высказать свое мнение о снимаемом видео, но и потому, что Чингук, казалось, никогда не упустит возможности сделать все, что скажет Тэхён, учитывая, что с ним было сложнее всего работать.
когда Тэхён сказал, что в этой части каждый должен разминаться по своему усмотрению, и Хобби просто согласился, но больше ничего не сделал, Чингук остановил все, что делал, повернулся к Тэхёну и его объяснению, а затем сделал в точности так, как сказал Тэхён, не обращая внимания на то, что это было сказано не ему напрямую, а потому что Тэхён сам попросил его об этом. И тот факт, что Тэхён смотрел на него, пока Чингук делал то, что ему сказал, был интригующим. То, как взгляд Тэхёна сначала остановился на нем, и Чингуку не понадобилось ни слова, чтобы начать делать то, что он сказал. Поэтому выражение лица Тэхёна, высунувшего язык между губами и пристально смотрящего на Чингука, я думаю, было одним из самых интересных моментов, которые стоит отметить. Потому что это был не единственный раз, когда Тэхён смотрел на него так, будто хотел его сожрать. Был также момент, когда Чингук репетировал одно из движений хореографии 2.0 рядом с собой, и хотя Тэхён сначала смотрел на Хобби, что-то объясняя, затем он повернулся к Чингуку и посмотрел на него с выражением, которое трудно описать. В этот момент он провел пальцами по уголкам губ, слегка увлажнив их, не отрывая взгляда от него. Он казался полностью сосредоточенным на Чингуке и на том, что тот делал, как будто на мгновение все остальное стало неважным, и все его внимание было сосредоточено только на нем. Но когда Хобби объяснил Чингуку, как это нужно делать, Тэхён снова посмотрел на него, хотя и выглядел более сдержанным. Он слегка облизнул губы, словно пытаясь скрыть свою предыдущую реакцию, и на мгновение опустил взгляд, прежде чем вернуться к лицу Чингука. Затем его внимание снова переключилось на то, что делал Чингук, и он, наконец, поджал губы, словно открыто реагируя на увиденное. Казалось, ему с трудом удавалось полностью скрыть это, словно он был шокирован поведением этого человека перед ним. Когда к нему присоединился Чимин, Тэхён, похоже, пытался отвлечься, стараясь не смотреть на него так же пристально, как в начале. Однако, после столь долгого внимания, ему, казалось, было нелегко отвести взгляд. Тем не менее, это не отменяло того факта, что Тэхён всегда будет испытывать влияние Чингука и всего, что он делает. Затем, когда мы наконец увидели, как Тэхён приблизился к нам в лифте, можно с уверенностью сказать, что они просто не смогли сдержаться. Потому что, хотя многие могли бы сказать обратное, та легкость, с которой Чингук держал руку на плече Тэхёна, а возможно, и Юнги с другой стороны, демонстрировала спокойствие, которое позволяло им оставаться рядом, даже слишком близко, не соблюдая дистанцию и просто сохраняя это положение. Но когда Чингук увидел приближающегося Тэхёна, он не мог не смотреть на него, осознавая его присутствие. Юнги проигнорировал тот факт, что Тэхён сбрил часть своей бороды, и похвалил его за привлекательную внешность, сказав, что так он выглядит лучше. И прежде чем Тэхён успел объяснить, почему он сбрил часть бороды, Чингук уже смотрел на него, завороженный, почти загипнотизированный. Хобби сказал, что прическа Тэхёна выглядит так, будто она из другой эпохи, и хотя все в шутку говорили Тэхёну, что без бороды он выглядит лучше, потому что они совсем не сочетаются, и постоянно подчеркивали, что в одном человеке словно две версии Тэхёна, Чингук ни на секунду не отрывал от него взгляда, слишком сосредоточенный на том, что ему говорили, и слабо улыбнулся, когда его начали дразнить. А когда Юнги прикрыл бороду Тэхёна рукой, и Чингук на мгновение взглянул на него, прежде чем снова перевести взгляд на Тэхёна, как раз когда Джин сказал, что будет виден только Тэхён, но из-за того, что верхняя часть одежды была прикрыта, нельзя было определить, кто это, Чингук тоже не мог оторвать глаз от Тэхёна. И когда он улыбнулся словам Джина, ему захотелось сделать то же самое, чтобы проверить самому, а Тэхён повернулся к нему лицом и позволил Чингуку так мило повеселиться. Хочу, чтобы вы помнили, что в тот момент Хобби фотографировал его, как раз когда Чингук начал дразнить Тэхёна, закрывая часть его лица, чтобы посмотреть, действительно ли он выглядит по-другому, как сказал Джин. Хотя в тот момент Чингук, казалось, ничего не говорил, а просто смотрел на него и улыбался, была одна деталь, которую многие заметили позже. Когда камера сфокусировалась на Чимине, на заднем плане отчетливо слышался голос Чингука, говорящего Тэхёну, что стиль ему очень подходит. Это совпало с моментом, когда Хобби закончил фотографировать, и вскоре после этого Чингук поддразнил его. Даже за спиной Чимина все еще наблюдали за взглядом Тэхёна. Таким образом, комментарий показывает, что Чингук не упустил бы возможности сказать парню, что он хорошо выглядит.
Помимо шутливого общения между участниками, кажется, для него важно выразить это. Потому что, с бородой или без, и независимо от того, как была представлена ситуация в тот момент, мнение Чингука наконец-то вышло наружу, он нашел способ выразить свою точку зрения и ясно дал понять, что для него Тэхён всегда будет выглядеть привлекательно. И что бы вы ни говорили об этом, факт остается фактом. Чингук никогда не позволит Тэхёну думать иначе, пока он рядом. После того, как участники закончили съемки музыкального видео, Тэхён начал восторженно праздновать, счастливый от завершения части. В разгар момента он, казалось, был сбит с толку одной из строчек праздничной песни и сказал что-то неуместное. За его спиной Чингук посмотрел на него с улыбкой и слегка передразнил его, спросив, было ли это сложно, имея в виду ошибку Тэхёна, поскольку тот должен был сказать «вчера». Пока остальные игнорировали эту деталь, Чингук пристально смотрел, явно забавляясь ситуацией. То, как он наблюдал за Тэхёном, словно находя малейшую ошибку очаровательной, и смущение Тэхёна, когда тот ее заметил, это момент, который трудно было игнорировать. Поскольку взгляды не лгут, а страсть может переполнять без слов, Тэкук явно наслаждались той близостью, которая их объединяла, и это было реальностью, которую им теперь будет очень трудно игнорировать. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.